Привет, привет! С вами Алена. В гостях у нас клиентка, которая нашла нас через интернет. В общем, нашла она нас по нашим видео. И давайте я расскажу небольшую историю. Как вы видите, ногтей тут мало осталось, практически ничего от ногтей здесь нет. И наша гостья связывает это с тем, что она долго работала в фитнес-центрах, в бассейнах, убиралась там. И вот она говорит, что, скорее всего, она там подцепила грибок. Но, как мы все знаем, говорить о том, что подцепил, не подцепил грибок, смысла нет, надо сначала убедиться, есть он там или его все-таки там нету. Поэтому на первой консультации мы с ней проговорили, что она в течение 3 недель ничего не будет самостоятельно наносить на ногти. И через 3 недели придет, и мы сделаем ей забор материала на анализ, чем, собственно говоря, мы сейчас и занимаемся. И давайте я проясню, почему нужно 3 недели подождать. Потому что она имела привычку самостоятельно что-то там спиливать, капать каплями из рекламы или тем, что рекомендовали в аптеке. Но, как мы все знаем, лечить грибок, не зная, он это или не он, и какой он там конкретно есть, совершенно нельзя, потому что разные препараты подходят для разных видов спор грибов. Поэтому первое, что нужно сделать с таким клиентом, это убедиться, есть он там или он там не есть. И второе, если он там есть, то какой. И все это будет делать врач-дерматолог. Но прежде необходимо сдать анализ. Перед анализом 3 недели ничего не мажем, ничего не капаем, ничего с ними не делаем, чтобы ногти были вот такие, как есть, потому что нам нужно, чтобы там скопились эти самые споры или бактерии. То есть нужно просто выждать 3 недели. В общем, наковыриваем, достаем из разных уголочков и частей ногтевых пластин все, что можно оттуда снять и забрать, и складываем в специальную баночку. Такие баночки у нас всегда лежат про запас. Они стерильные, мы покупаем их в аптеке, и это намного удобнее, чем говорить клиенту, чтобы он когда-нибудь, может быть, пошел и сдал анализ. Как правило, они не доходят. А вот когда берешь их на месте тепленькими, говоришь, что все, вот сейчас мы все сделаем, им как-то легче и спокойнее. Кстати говоря, эта клиентка приезжает к нам из пригорода, то есть живет она не близко, но тем не менее решила заняться своим здоровьем. В общем, мечта у нее такая, что она хочет отрастить эти ногти, чтобы они были здоровые, красивые, и летом гулять в открытых босоножках с красивым, ярким, красным лаком на ногтях. Поэтому мы приложим максимум усилий к тому, чтобы у нее все это получилось. Сейчас вы продолжаете наблюдать процесс забора материала, потому что дело не быстрое, работаем аккуратненько, от ногтей, как я уже говорила, осталось немного, поэтому маленькими кусочками, миллиметрами, но все же насобирали, и после этого она баночку уже отнесет на анализ. А чтобы не терять время и визит не прошел даром, мы берем твердосплавную фрезу и начинаем зачистку, потому что ее нужно будет выполнить в любом случае, независимо от того, есть там грибок или нет. И да, мы работаем с грибковыми ногтями, а мне так часто пишут, что если вы поработали с грибковыми ногтями, то надо сжечь салон мастера, оборудование и так далее. Конечно, нет. Во-первых, спешу вас всех разочаровать или обрадовать, но наш мир не стерилен, и споры грибов и других бактерий присутствуют вокруг нас везде. И чтобы произошло заражение, должно сойтись энное количество факторов. В общем, не каждому повезет, даже если он пройдет в бассейне по дорожке, на которой только что ходили грибковые ножки. В общем, это совсем другая история, так скажем, уже во врачебную тематику, не в нашей она зоне ответственности, поэтому мы вернемся к нашей работе. Мы выполняем зачистку, чтобы все сухое и все лишнее убрать. Мы используем твердосплавную фрезу и кератолик очень мягкий. В нашем случае это либо парантоман спрей, которым мы брызгаем, он размягчает, либо мицеллярный комплекс от Atis. Они оба работают примерно одинаково. Они дают нам эффект размягченной кожи ногтевых пластин для того, чтобы нам было удобно зачищать. Как видите, от ноготочка не осталось ровным счетом ничего, практически голое ногтевое ложе. И тут тоже пишут, кстати, комментарии, говорят, а как же она будет ходить?
нормально она будет ходить, потому что жалоб на болевые ощущения нет, поэтому протезирование здесь не показано. Хотя выглядит, конечно, устрашающе, и тот, кто не проходил через это, думает, что, наверное, это адово больно. Но спешу вас заверить, что все далеко не так. В общем, работу мы начали, поэтому пожелайте нам удачи, будем стараться и ждите продолжений. Ну а с вами была Алена, пока-пока и до новых встреч.